Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня послание от высших сил. Что хотят вам передать, на что хотят обратить ваше внимание высшие силы. Послание от высших сил. Послание от высших сил. Так, первый вариант — послание для вас от высших сил. Второй вариант — послание для вас. И третий вариант — послание для вас от высших сил. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант. Кто хочет смотреть целиком, можно смотреть целиком. Тогда можно сразу переключиться на просмотр позиций. Первый вариант — послание от высших сил для вас. Так, высших сил для вас. Так, смотрите, здесь хотят вам обратить внимание ваше на какие-то заблуждения ваши, но мне кажется, это деятельности или это семьи касается. Семьи. И того, что ли? Так, смотрите. Опять этот момент всплывает у нас, который вот у меня постоянно бывает, от того, что момент работы и момент отношений, да, момент работы и момент отношений в связке, в том, что вы не обращаете внимания, так получается, на какую-то из сфер, но здесь, скорее всего, на сферу отношений. То есть вам вот пытается пробиться момент отношений, да, то есть того, что вы, опять же, уделяете внимание в сфере, скорее всего, заработка, сфере того, что своей деятельности, своей работе больше. А здесь получается, что отношения важны, но вы считаете, я не знаю, как будто бы каким-то обманом это для себя. То есть, может быть, боитесь обмануться, может быть, считаете, что это вам не нужно. И это, понимаете, этот момент, он всегда всплывает вот постоянно в последних раскладах того, что кто-то занят очень сильно своей карьерой и считает, что не нужно налаживать какие-то отношения. Это, смотрите, либо это может быть налаживание отношений в вашей семье. Вот если у вас уже есть семья, то здесь нужно обратить на отношения внутри вашей семьи, что там не так, что не так. То есть где-то вы упускайте тот момент, что вы там нужны. Вот. А если здесь именно о том, что вы просто закрываетесь от отношений, просто закрываетесь от любви, то это ваше большое заблуждение, с которым пора закончить. Как будто бы открыть глаза вам хотят на то, что вам необходима какая-то любовь, понимаете, какие-то отношения, чувства вам необходимы не вам. Что вам не избежать этого, не избежать. Что это дает? Закрытие. Выходить, понимаете, вот здесь говорит, выходите из состояния, когда вы закрываетесь, когда вы боитесь, когда вы защищаетесь от каких-то отношений. Выходите из этого. Вам нужно, понимаете, принять какие-то чувства в свою жизнь, принять их.
Это вам нужно, это вам нужно. Если вы считаете, что вам сейчас нужна только работа, только деятельность ваша, только карьера для вас важна, то здесь говорят о том, чтобы вы не обесценивали момент отношений. Снова и снова этот момент всплывает. То есть это не впервые, да, это, я не знаю, уже второй или третий раз говорят, то есть за короткий промежуток времени. То есть это вот недавно были эти расклады. И здесь снова эта тема. Снова вам высшие силы передают то, что, чтобы вы раскрыли глаза на то, что вам необходимо отношения. И либо, если вы в отношениях, если вы семейный человек, то здесь вы нужны. Сейчас ваше внимание нужно там вы необходимы. Что-то, так скажем, кто-то нуждается в вашем внимании, в вашей семье. Очень сильно нуждается в вашем внимании, в вашей любви, в вашей заботе, в вашей поддержке. Поэтому, если вы погружены в свою деятельность очень сильно и глубоко, то вам нужно уделить время своей семье. Если кто-то семейный этот момент смотрит и очень сильно здесь, да, очень сильно. Но смотрите, здесь для кого-то говорят, для свободных людей, судьбоносный человек к вам идет, судьбоносный партнер. Понимаете, очень важный для вас. Это человек по вашей душе, то есть это человек, который, с которым вам будет хорошо, комфортно, который будет вас поддерживать, то есть это судьбоносные будут отношения, вот это все, что я выложила, да, вот это вот то, что этот человек вам по судьбе, который к вам идет, с любовью идет, с чувствами идет к вам человек, и это очень важно, это что-то очень важное, потому что это старший аркан, 1, 2, 3, 3 старших аркана, да, этот человек очень важный для вас, чтобы вы не закрывались, потому что если у вас произошло какое-то знакомство, общение, да, кто-то к вам пришел, то есть со своими чувствами, со своей любовью, вот, новое какое-то знакомство у вас произошло, то, пожалуйста, это знакомство, оно действительно может вылиться во что-то очень серьезное и стабильное для вас. И главное, что в вашей душе вы будете чувствовать себя очень хорошо с этим человеком, то есть вам будет комфортно общаться, вы будете, такое чувство будет, как будто вы знаете друг друга всю жизнь. Поэтому вот здесь не закрывайтесь, пожалуйста. И если о семье, то уделите время своей семье, своим любимым людям, потому что здесь вы необходимы, ваше внимание там необходимо. Благодарю вас за просмотр. Так, второй вариант. Послание для вас от высших сил. Послание для вас. Смотрите, здесь вам говорят о том, что сейчас к вам идет очень серьезный какой-то шанс, очень серьезная возможность на рост, на продвижение, на резкий скачок, какой-то выход из какого-то застоя. Это работа касается или чего? Отношений может даже касаться. Ну, в общем, здесь у каждого, видимо, свое что-то. У кого-то отношения, у кого-то работа, может быть, у кого-то какая-то деятельность ваша, да. Да, вот, смотрите, здесь есть такой момент, что сейчас будет вам улыбаться удача по тому, где у вас был застой. То есть какая-то застоявшаяся ситуация, она может резко вырваться вперед, резко измениться к лучшему, в лучшую сторону, трансформироваться, поменяться, все. Но это будет возможность, И здесь вам говорится о том, чтобы вы не упустили этой возможности, ею воспользовались, она будет очень сильной, очень значимой для вас, для вашего духовного роста, для вашего продвижения вперед. Я не знаю, чего это будет касаться, потому что здесь это может быть любой сферы, это может быть отношения, это может быть ваша деятельность, это может быть ваша работа, это может быть какая-то ваша реализация, самореализация, как в каком-то, может быть, даже творческом проекте, да, какой-то шанс, какая-то удача, какой-то успех, серьезный, важный, значимый для вас.
чтобы вы вовремя заметили этот момент и не упустили его. И вот еще здесь о чем? О том, что, может быть, где-то кто-то старался уже в этом направлении, вы уже могли стараться в этом направлении, что-либо делать, но безуспешно. Безуспешно что-то, так скажем, ваши какие-то предпринятые прежде действия, они остались без должного результата, да, а сейчас получается так, что очень хороший шанс на то, чтобы получить свое, так скажем, в этом направлении. Смотрите, здесь что? У меня прям на этом варианте, вот на втором, да, заплетается язык. Я не могу выговаривать слова нормально. Я не знаю, что это такое. Смотрите, что здесь о чем. О том, что где что-то раньше не удавалось, не получалось, где вы не видели правильного решения, здесь он приходит через этот шанс, через эту возможность, которую вам нужно будет ухватить и воспользоваться ей, чтобы вырваться из вот этой вот ситуации застойной. Это может быть как в деятельности, особенно это проиграется в деятельности, в каких-то ваших проявлениях, но также и сферу каких-то отношений я все-таки не исключаю, потому что карты здесь есть такие, которые могут указывать на то, что это может происходить в отношениях, какой-то застой в отношениях, и вот наконец-таки шанс все изменить, поменять, улучшить. Есть этот шанс, и при том, что вы предпринимали какие-либо попытки поменять эту ситуацию прежде, но они не увенчались успехом, то есть не получалось у вас, не получалось. Из раза в раз, может быть, кто-то несколько попыток предпринимал что-то изменить. Может быть, вы как-то пытались даже продавить ситуацию, может быть, как-то даже на конфликт вывести эту ситуацию, но не выходило получить результата. А здесь, получается, шанс есть. Шанс есть изменить эту ситуацию в вашу пользу, выйти в счастье, в радость, да, по этой ситуации. Очень так размыто, и мне что-то не нравится, вот что именно за ситуация какая-то, но мне говорят уже надо к новому этому приступать. Единственное, что здесь я могу сказать, на то, что вы долго думали над этой ситуацией, на то, что вы много старались, держались как бы вот за этот момент. Но он вот в одном месте, в одной паре как-то все было, ничего не менялось. Но вы переживаний много было, мыслей по этой ситуации много, действий, так же, как я уже говорила, могло быть, да, предпринимались какие-то попытки, но все как-то безрезультатно, все впустую, все как-то в ноль выходило, ничего не менялось, ну никак не влиялось ничего на эту ситуацию. Вот сейчас будет возможность, наконец-таки, взявшись за которую вы поменяете этот момент. Вы наконец-таки выйдете из тупика и начнется ваша ситуация куда-то двигаться, уже как-то она развиваться начнет к лучшему, да? Вот, получается так. Ну и все здесь, собственно, все. И знаете, здесь еще вы освобождаетесь от ложных, так скажем, видений. Может быть, вы поймете, что вы делали не так, что вы делали неправильно. Вот когда вы увидите правильный шанс, правильную подсказку, так скажем, от высших сил, да, удачную для себя возможность, подарок вот этот вот от высших сил вы получите, вы поймете, где вы ошибались и почему, в принципе, все не удавалось прежде. Почему? Вот почему, что не так было. Вы поймете и, знаете, и как будто вы, знаете, может быть, кто-то даже с облегчением вздохнуть, что прежде не получилось, потому что если бы получилось, то вышло бы как-то боком все это вам. А сейчас, получается, все идет правильно. То есть вот так, если бы прежде получилось, то вышло бы не так хорошо, как могло бы быть. Вот так здесь. Очень какая-то путанная позиция, но я надеюсь, кому она предназначается, тут поймет, о чем здесь речь. Благодарю вас за просмотр. Так, третий вариант. Послание от высших сил для вас. Сейчас.
что это? Это о чем? Это что? Это, кстати, если пойдет на... Смотрите, здесь вам говорят о том, чтобы вы сохраняли свою мудрость, не велись на какой-то соблазн, не искали легких путей к счастью, к своей радости. Какие-то будут у вас такие сомнительные предложения, какие-то сомнительные, я не знаю, люди могут вам встретиться, компании. Не вступайте, так скажем, вот в это вот какое-то общение, сохраняйте верность себе прежде всего, потому что здесь смотрите о чем? О том, что может вас кто-то попытаться сбить с вашего пути, с вашей дороги, отвернуть вас от вашего счастья, туда, куда вы шли, от вашей цели. И причем эта цель связана с тем, что вы долго к ней шли, вы долго туда шли, вы старались, вы хотели туда попасть. Это может быть касаться отношений, это может касаться любви, это может касаться какого-то желания вашего, которого долго было с вами. Вы, так скажем, вплотную уже подобрались к реализации, и сейчас может быть какие-то либо соблазны со стороны, либо это могут быть ваши какие-то сомнения, болезненные такие, которые могут вас все разрушить. Вот этот вот момент того, что вы уже получаете, это момент того, что вы переходите в этот счастливый этап. Если вы поведетесь на эту уловку, вы разрушите очень многое и надолго отбросите реализацию вот этой вашей мечты, вашего желания, да, к тому, к чему вы стремились и шли. Вы надолго затормозите опять этот процесс, и вы будете очень сильно сожалеть о том, что повелись вот на этот какой-то обман, понимаете? Вам нужно как-то вот придерживаться своей мудрости, своей позиции, прежней позиции. Вот к чему вы шли, эта цель была верной, и вам нужно туда. Не нужно вот этот вот соблазн какой-то, либо какие-то, может быть, слова со стороны, либо какие-то, может быть, даже у кого-то сплетни, либо это, может быть, какие-то сомнения, либо какие-то предложения, как я уже говорила, такие легкие какие-то моменты, либо вы знаете, что в вашей цели нужны вот такие конкретные шаги, а вам тут предлагают какой-то легкий путь, очень, очень удобный якобы для вас, очень интересный для вас, заманчивый, но по итогу он вас выведет в ноль, то есть вы ничего не получите, вы не достигнете своего, если согласитесь вот на этот момент, вам нужно оставаться верным себе, верным вот своему решению, своему пути, идти только лишь по велению вашего сердца, по своей интуиции, по своей душе делать выбор, понимаете, здесь не соглашаться вот на какие-то со стороны такие сторонние моменты. Здесь высшие силы, они вас будут вести, они вам будут помогать, чтобы вы не попали в этот момент уловки, вот в этот, чтобы вы не увязли, чтобы вы победили. Вам будут помогать, то есть вам будут маячить, если вы вдруг идете неправильно. Если вы пойдете неправильно, что тогда, о чем вам скажут, если вы пойдете неправильно? Смотрите, если вы пойдете, если идете хорошо, то здесь все хорошо, легко, как будто получается. Вы видите сигналы, вы видите маячки, вы идете и берете их и идете. А если идете не туда, то у вас какая-то тяжесть на душе, у вас какие-то препятствия неожиданные, какие-то вот такие вот моменты могут возникать, непонятные, запутанные, какие-то мысли, когда вы накручиваете себя, когда вы варитесь в этих мыслях, не знаете, что вам делать. То есть вот так вам могут подсказывать только лишь, как я, знаете, когда вы идете по легкости, именно по легкости по знакам, то есть вот по знакам, знаки вот будут вам давать. И вы, беря этот знак, пользуясь им, подсказочкой вот такой маленькой, может быть, какие-то будут, я не знаю, даже реклама, это может быть какие-то моменты, всплывающие где-то в интернете, и какая-то фраза, хоп, вы ее взяли, вы ее воспользовались, и все получилось. А вот как будто бы ваши мысли, какие-то тяжелые думы, много, так скажем, переживаний, волнений, обдумывания какой-то этой ситуации всей, они вас сводят, то есть идут к неверному пути. Как избежать еще раз этого соблазна такого, то есть какого-то обмана, как его избежать?
Смотрите, здесь говорится о том, что это будет очень похоже на то, что уже было прежде. То есть этот обман, этот какой-то тот момент, чтобы свести вас с вашей дороги, он будет похож на то, что вы уже проживали, что вы уже проходили. У вас уже был такой момент, вы уже через него проходили, и вы можете вспомнить этот опыт негативный. Также вы можете чувствовать, что когда вы идете вот в том направлении, куда вас хотят увести, у вас поднимается большое сопротивление внутри. То есть вы прямо-таки, может быть, на конфликт выходите, вы можете стать агрессивными, вы можете раздражительно себя чувствовать нехорошо. То есть у вас поднимается какой-то бунт внутри вас, внутри вашего тела, да, внутри, по вашим чувствам. Вы ощущаете, что что-то не так, что все не так, как вы бы хотели. Вы себя чувствуете некомфортно. Самое главное, что вы чувствуете себя некомфортно, когда вы идете вот по этой уловке, когда вас уводят в сторону, вы чувствуете раздражение, вы чувствуете конфликтность, вы чувствуете упадок сил, желание, может быть, все бросить, и самое главное, некомфортно, неудобно. Вам все время вы не в своей тарелке. То есть вы не можете расслабиться. Что-то вот в этом роде. И еще вы через эти чувства уже проходили, через такой момент. То есть какая-то вот такой вот момент, вы не знаете, что выбрать, вы не знаете, как вам поступить, вот как-то так. Но главное, что вам здесь говорят, вот придерживайтесь вы, главное, придерживайтесь своей цели прежней, идите к ней, вы как будто бы, вот понимаете, вот получите это. Ну, последняя такая проверка, и она будет сложной, потому что прям вот будут вас пытаться запутать, вот прямо запутать. И если вы останетесь верны этой цели, верны своему желанию, верны своему пути, то все здесь будет хорошо. И самое главное, вы чувствуете легкость, да, вы чувствуете радость внутри, когда вы идете по этому новому направлению. Даже если вам приходится совершать более сложные действия для достижения этой цели, более сложный путь проходить, но внутри вы чувствуете себя хорошо и комфортно. Но если внутри поднимается какой-то бунт, какое-то недовольство, несогласие, агрессия, либо упадок сил, то есть вы без сил, вы не можете вообще найти в себе какую-то энергию, да, ни на что, то это значит все, это значит, что не туда вас ведут, вы ушли либо мыслями туда куда-то в сторону от своего желания, от своей мечты, от своей цели, либо же вы, так скажем, идете против себя идете. То есть вы прямо почувствуете это в теле. Самым главным, так скажем, маяком, подсказкой для вас будет ваше ощущение в вашем теле. Так вот здесь. Благодарю вас за просмотр. Спасибо вам большое за ваши лайки, за комментарии, за подписки. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.